Сегодня у нас расклад на 7 чакр. После интересного праздника. Кто о нем знал, кто не знал. Дело второе. В общем, после 5 апреля, да и вообще, да, после полнолуния посмотрим, что у нас за последнюю неделю поменялось. Будет у нас два варианта. Сигнификатор я хочу сегодня взять из оракула теней. Вот. Определяйтесь, какой ваш, какой не ваш. Кому что нравится. Кто делал ритуалы, здесь духи-помощники, фамильяры помогали вам. И здесь, знаете, как духи-помощники через фамильяров, да, через птиц больше. Вот. По самому просмотру я думала, брать ли только старшие арканы или же на всю колоду. И, наверное, будет вся колода. Хотя почему-то тянет на старшие арканы. Короче, сегодня, наверное, у нас будет необычный расклад на 7 чакр, потому что уже даже по тем картам, которые вышли, я не знаю, я их не видела, но энергии интересные идут. Какой-то новизны, что ли, охота, да? Ну или что-то вроде этого. Давайте-ка разбавим все же наш обыденный, не обыденный, а нам привычный, да, расклад. Посмотрим, кому что достанется. Итак, 7 карт есть. Дополнять буду вот это, если что-то мне захочется дополнить. Как-то это мне все мешает. Второй веретника тоже буду сегодня брать. Сегодня прям снизу колоды карты просятся. Ну, атаки были, ребят. Атаки были, могли эмоционировать, что-то там повспоминать для себя. Короче, по чувствам как-то. Вот так вот, два варианта. Определяйтесь, если еще не определились. Начинать я буду со второго или с этого. Сигнификатор я потом открою. Ну и давайте.
Очень интересный вариант у нас здесь. Ну, понятно, кто бы сомневался. Ребят, кто выбрал этот вариант, первое, что хочу сказать. Вы сейчас в трансформации находитесь. Есть вещи, на которые вы еще не готовы знать и получать ответы, нравится вам это или нет. По первой чакре защита, отлично. Вторая чакра. В принципе, отлично. Кто-то даже мог встретить свою вторую половину, если уж банально ссылаться в карте влюбленных, да. Но я вам хочу сказать, здесь еще кто-то из вас как делает выбор какой-то, знаете. И здесь не сколько выбор, да, здесь может быть выбор партнера, выбор спать, не спать с человеком, да. Там, я не знаю, выбор вообще, впускать ли его в свое пространство, это на бытовом уровне. Но здесь выбор, куда направить свою энергию. Вот это мне больше проходит. Третья чакра, материалка, отлично. Четвертая, по справедливости, тоже защиты у вас стоят. Здесь хорошая защита. Здесь выход на новый уровень. По связи с вашим родом. Здесь новые защиты простраиваются у вас. И не только это. Здесь прям как переписывают вашу судьбу. То есть оно было заложено уже свыше еще ранее. И теперь только начинает на физике проявляться. По седьмой чакре тоже все отлично. Связь с высшими. Высшие вам дают и силу исцелять других, и исцеляться самим. А вот пятая чакра, еще вопрос. Вопрос, знаете, в чем? Можете немного не то говорить, что думаете, или... Ну, короче, сейчас я посмотрю, что именно это может означать. Здесь может означать и, ну, допустим, чтение тех же молитв, заговоров, да, либо, ну, влияние есть, кому-то не нравится то, что вы говорите и доносите другим. Теперь Таро Веретника смотрим. Девочки, здесь кто-то может выбирать, рожать, не рожать, хочу, не хочу ребенка, да, переводить на новый уровень отношения, либо не переводить. По седьмой чакре хочу сказать сразу, вообще все отлично, то есть связь с высшими силами хорошо налажена, Wi-Fi работает. А вот пятая чакра вообще удивительно как-то, вот реально удивительно, слушайте. Там какие-то интересные трансформации проходят. Так, давайте начнем с первой. Будем начинать с первой. Защиты хорошо у вас простроены. Но лицемерные красавцы, причем выпала королева пентаклей. Может притворяться такой, знаете, заботливой, милой. Вот может от нее что-то. Чего-то захотелось мне нового, и, видимо, вот эта вот колода что-то как-то мне не идет. Точнее, если идет, то тут нужно добавлять. Куда бы эту карту нам? Ну, давайте будем добавлять, раз так. Короче, меня сегодня немножечко то все, знаете, хочется как-то всего разного.
В общем, ладно. Теперь король пентаклей. Ребят, смотрите, здесь кто-то, во-первых, защита, еще раз повторюсь, отличная. Это во-первых. Во-вторых, была попытка проникновения в ваше пространство, то есть непосредственно на физике. Кто-то к вам как пытался проломиться, знаете, пролицемерить и, видимо, получить для себя то, что от вас хочет. Слушайте, ну по второй чакре, девочки, я не знаю, что у вас там. Может, это, конечно, и влюбленность, но больше мне проходит, как здесь люди, которые вот выбирают, рожать или не рожать. Даже не столько рожать, не рожать, сколько вот хочу я еще ребенка, да, или не хочу. Строить мне эти отношения и к чему они приведут, либо не строить. Если не в этом вопрос, значит, вы здесь контролируете свои эмоции, но не бежите от них. Или же вы приводите себя в баланс чувств и вашего интеллекта. Защиты тоже хорошие. Но я еще уточню по веретнику, что вот здесь вот карта плод падает. Может, кто-то пытается у вас это все. Но если даже и пытаются, то на вас это не особо сказывается. Третья чакра отлично все. Хотя нападки тоже есть. От короля. Возможно, это и бывший может быть, да. Ну, у вас там сразу же исцеление идет. У вас ключи в ваших руках от вашего рода. Четвертая чакра здесь или воспоминания, или вот кто-то с предательством в ваше пространство, я же говорю, пытался вломиться. Может, там, знаете, смс-ка пришла, или позвонил кто, ну, то есть хотели, возможно, встретиться. Ну, тут по справедливости у вас, вы сразу же очищаетесь от этих воздействий. Слушайте, по пятой чакре вы что-то вы произнесли правильно, может, прочитали какой-то заговор, какие-то молитвы, о чем-то просили на местах силы. И что-то вот резко... Ну, короче говоря, вы что видите, то и говорите. То есть это по вашему ясновидению, яснознанию может проходить. Понимаете? Вот в этом ключе я имею в виду. Что-то резко вот здесь вы сделали, но дело в том, что это и неплохо. По шестой чакре здесь простраивание нового типа взаимодействия с вашим родом. Здесь вы еще будете оттачивать ваши навыки. Седьмая чакра отлично. Возможно даже, что в ваше пространство притянутся люди ваших вибраций. Слушайте свой внутренний голос и не изменяйте ему. Не изменяйте своим мечтам и инстинктам. И не позволяйте никому сомневаться вам в том, что вам приходит от вашего рода и от высших сил. Так, теперь Таро веретника у нас.
Ребят, вот для кого-то здесь, если брать чисто вот эту вот выкладку, здесь реально какой-то мужчина в пространстве пытается с вами выстроить отношения. Что-то, может быть, вам сказал, и для вас это было, ну, реально удивлением, да? Может, это и бывший быть. Однозначно, потому что и король пентаклей, король кубков, и иерофант здесь у нас. Если вопрос так, значит да, это может быть. Может быть и новый, но тогда вопрос, почему вы на выборе? Думаете, верить, не верить, или что? Или как? Так, первая чакра, смотрим. Слушайте, здесь какая-то персона в ваше пространство хотела прийти, как бы, да, попросить у вас помощи, защиты для себя хочет. Или чтоб ей помогли эти защиты выставить. Но там лицемерие от человека. Лицемерие от человека. Выпадала, помните, первый раз из колоды выпадала королева пентаклей. То есть, не буду сейчас характеристику давать, думаю, вы понимаете, о ком речь идет. Человек под сущами находится, да, под энергиями определенными. То есть человек готов бунтовать, может нападать. Он как сдергивает, короче, он попадается в ваше пространство, да, приходит, и получается своей энергией стягивает с вас защиту, если вы поведетесь на ее лицемерие. Здесь женщина. Здесь женщина, девочки. Ну, с такими интересными энергиями мужскими, но... Амбиция у нее такое вот, знаете, общение вот с вами человек хочет. Хочет общения. Вторая чакра, интересно тут посмотреть будет. А вы как будто узнали, что, во-первых, здесь переклад на вас. И вот вы как будто, знаете, выбирали, или в выборе сейчас находитесь, да, принять, не принять кого-то в свое пространство, вот по вот этим, да, что я говорила. Но вы или к кому-то обращались, или вот просматриваете те же расклады, да, и вы прям знаете, предупреждены, что человек вам идет с тем, что, ну, вы на себя возьмете его проблемы, и не только его, это раз. И вот хотят вас ввести в жертву, пожертвовать собой, да? Может, это и вот эта вот подруженция. Ну как, это не обязательно может быть ваша подруженция, хотя смотрите сами, у кого какой сейчас сюжет жизни проходит, да? Ну вот через кубковость, через эмоции, понимаете, хотят вас на этот выбор поставить. Третья чакра. У вас все хорошо по ней, у вас здесь защиты приличные стоят, но это свои у вас трансформации, но вокруг вас реально, знаете, как события так активно развиваются. Ох,
по третьей чакре. Ребята, здесь у кого-то прям белочка на то, что ваши ритуалы работают. Кто-то не хочет, чтобы ваши прям магические ритуалы, чистки, защиты, вообще чем вы там занимаетесь, еще работали. Связь с родом ваша их бесит. Они видят, что вы движетесь в пространстве, пытаются, конечно, повлиять. Пытаются. Но знаете как? Вот если вы поведетесь на какую-то любятину, тогда ваш финансовый канал туда и сольется. Но на этого человека вы уже через призму справедливости смотрите. Вы знаете, что этот человек на вас делал, может делать. Может быть, он влияет, да, на вас. И вы это ощущаете, понимаете, что что-то здесь, мать его, не так. Он мог вам соврать о чем-то, вот почему здесь Луна, и вы как-то обсуждали, может, этот момент, может, он, к примеру, пришел и говорит такой: ой, бес попутал, на меня навели, там, допустим, привороты, отвороты поделали, теперь я все осознал, и, ну, вот это вот, кря-кря, вот это, да. Может и такой момент быть. Почему? Потому что здесь Луна и карта духовности, а здесь башня. Кто с Таро знаком, ну, сами понимаете, здесь очень много чего может быть. Ну вот вы на этого персонажа через призму вот справедливости смотрите. По второй чакре не давайте себя в заблуждение ввести, да? Пусть он там рассказывает, что хочет. Спать с ним не рекомендуется. Даже в необозримом будущем. Понимаете, как у вас выбор? Вот вы в этих трансформациях, вам самому по себе, да, тяжело. А вас еще и, стягивают. Короче, стягивают с этого пути. Пытаются стянуть. Пытаются, ребят. Вот они, если влияют вам на сердце, возможно, влияли, вот вы очистились, да, от этих влияний, но они теперь перешли к активным действиям. Так, ладно, давайте по сердцу смотрим. Ну, здесь предательство было. Здесь вы чистились. Здесь вы чистку провели, или кто обращался за чисткой, смотрите сами. Здесь ваши недоброжелатели потерпели падение. И вы об этом знаете или скоро узнаете. Вам прям как новости придут об этом. Так, теперь пятая чакра. Возможно, вы новости узнаете о вашем недоброжелателе, который хотел бы с вами поговорить. Здесь, понимаете, здесь такое ощущение у меня, что вы находитесь в таком периоде, когда в одной точке в пространстве сошлось прошлое, настоящее и будущее. И вот понимаете, у вас пока проходят трансформации, оно вот это вот кони-люди намешано. Вот серьезно, но что-то у вас будет очень интересное и занятное по событиям. И вот-вот оно случится. И знаете как? Интересно. Не особо показывают, понимаете?
Вот все как-то о прошлом больше. Но здесь мне о будущем показывают, что свершится то, о чем просили на местах силы. Если конкретнее, здесь на погосте работа у вас была с магическими, так сказать, не просто вы туда, короче говоря, ездили, да? Что-то вы просили, и, может быть, давно вы уже об этом просили, и оно как запускается теперь. Да свершится то, о чем просила ты. Вот что-то вот из такого. Так, ладно, 5-я чакра. Ой, ну здесь, конечно, да, ребята, здесь вообще, здесь вам кости обмывают только так. Люди видят, насколько вы повысили свои вибрации, причем это люди, которые вас ранее предавали, где вы находились всегда третьим углом по факту. Друзья это, партнеры, по личным отношениям или по бизнесу, неважно. Здесь вот, возможно, вы резко как-то вскроете или вскроется, да, вот эти вот все сплетни, вас, может, будут провоцировать. Но там уже смотрите, куда вы будете направлять вашу энергию, куда ее сливать. Вот вообще, знаете, здесь такое впечатление, как затирка прошлого идет, и это прошлое вот разными, короче говоря, вспышками показывают, понимаете, как все подряд, все моменты, где вот был сделан неправильный выбор, где ваша судьба ломалась. И вот оно как будто сейчас подчищается. Здесь вот реально все вместе. 6-я чакра. Если у кого из вас были зависимости, вы от них освобождены, работа через кладбище, здесь неупокоенная, здесь сила рода на вашей стороне стоит, приговоры всем выписали, вашим недоброжелателям. Я же говорю, здесь вот что-то прям новое. Знаете, вы сейчас, может быть, обессилены, нет желания особого там ни к чему стремиться, ничего делать, да. Ну, значит, вам нужно полежать и подумать. Передохнуть. Почему? Потому что здесь вот, серьезно я вам говорю, здесь как будто вот разные ситуации из жизни показаны, идет закрытие дверей в прошлое. Давайте я вот так скажу. Но здесь не это идет, здесь идет обнуление. Здесь идет прям стирание одной судьбы и прописывание начала. Вы только в начале пути. Скоро вы сделаете, что-то произойдет внезапное. Вы сделаете первый шаг к своей новой судьбе, к своей новой жизни. Но здесь были обращения по вашу душу, ну то есть вас заказывали, короче говоря, пытались перекрыть связь с высшими силами, но это все бесполезно, вы исцелены. Тут даже, ну, необсуждаемо это. Вот я же вам говорю, вы сейчас в некоем круговороте находитесь. Вам просто нужно переждать и, так сказать, возможно, сейчас не подпускать в свое пространство
тех людей, в ком вы не уверены, даже из ваших, ну, новых, да, знакомств там. Короче, смотрите, вам, знаете, как по мелочи, но подкинуть пытаются высшие силы урок. Знаете, как проверить, поведетесь, не поведетесь на то же, что когда-то повелись и, ну, завернули после этого не туда. В общем, прошли вы, не, ну, пройдете, не пройдете урок, поняли чего-то или не поняли. Здесь истина идет, здесь очень многое, здесь абсолют, ребята, понимаете? Здесь очень интересные силы работают сейчас. И вот реально затишье перед бурей. Причем буря в хорошем смысле. Возможно, будут какие-то не совсем нормальные обстоятельства, которые в итоге вас сведут с достойными людьми. Вот новые знакомства будут. Вы сейчас должны концентрировать свою душу на том, что для вас действительно важно в масштабах Вселенной. Не меньше. От этого сейчас будет много чего зависеть, как простроится ваше будущее. Так, те карты я уже использовать не буду, которые у нас выпали. Почему-то вот так вот захотелось мне их сложить. Сейчас мы переходим к первому варианту. Второй по выкладке. Посмотрим, что у вас, ребята. Так. Давайте-ка посмотрим. Здесь люди по этому варианту очень классно наладили связь с родом, почистились, начали наконец-то постигать тот момент, что жизнь, точнее этот мир состоит не только из физики. Что здесь я вам могу сказать? Связь с родом отменная. Наконец-то вы начали с ними сотрудничать. Непосредственно с помощью магии, как привыкли это в нынешнее время называть, да, в обществе. Первая чакра защиты отличная. Вторая чакра отлично. Третья чакра по деньгам. Здесь у вас освобождение полное идет. Замечательно просто. Четвертая чакра. Учитесь, обучаетесь, постигаете мудрость. В том же оккультизме учитесь доверять своей интуиции. Пятая чакра. Ну что здесь сказать? Дружба, ясность, гармония. Здесь прям вот знаете, вот душа радуется у человека. Шестая чакра. Здесь вы под защитой женских энергий. Но это помощники из вашего рода. Через женщину идет. И седьмая чакра. Здесь у вас другие защитники из рода ведут переговоры с высшими силами. О чем узнаете со временем. О том, чтобы вывести вас из состояния повешенного. У кого-то это состояние могло длиться годами. Вот реально годами. Десятилетиями. Ой, первая чакра, здесь ангел-хранитель, ребят.
Вы очень много чего осознали, передумали, переосмыслили по поводу того, куда вы свою энергию вливали. В деньгах могут быть некоторые запинки, но это потому, что идет чистка. Ну да, здесь освобождение от разочарований, которые вас в тупики и ставили. По 6 чакре могу сказать сразу, что ваш род, ваша родовая система отправила нехилый такой подарок вашим недоброжелателям. И вы как будто не могли говорить о чем-то, не могли найти, по своему духу людей. И здесь вот вы, причем вы были закрыты специально, чтобы вы не нашли таких же, подобных вам, не нашли для себя отдушину. Вот по 4 чакре все, что вам цеплялось на сердце, что бы там ни делалось, там конкретное отомщение пошло вашей родовой системой. 1 чакра, карта дьявола здесь. Негативные силы, вы прям были связаны, но это иллюзорные узы на вас были, понимаете? Теперь все окей. Блокировали вас и по 2 чакре, чтобы у вас не было отношений, не было энергии. 3 чакра, отлично. Или пытаются сейчас блокировать, но я вам хочу сказать, смотрите, и на этот вариант у нас Верховная Жрица. Слушайте свой внутренний голос, ребята, и не слушайте никого из посторонних или даже из родни. Вы сейчас на свой уровень выходите, и поверьте мне, этот уровень лично ваш. То есть даже родня здесь может... Ее это может не касаться, даже если у вас отношения хорошие и тому подобное. 3 чакра, здесь стабильность, здесь ожидайте, у вас прям будет повышение достатка. Вы как основу чему-то заложите. Если уже заложили, значит ждите, пойдет в рост. Пока что, да, некоторые нюансы могут быть. От влияния вы закрыты, вы под мороками, вас не дают просмотреть. Хотя да, пытаются ребятки делать то же, что и делали раньше. А не получается уже, понимаете? Но ваши недоброжелатели еще не поняли, что не получается. Они делают по накатанной. Но здесь у вас прям стабильные эмоции, понимаете? 9 кубков, здесь и общение. Вот прям здесь общение у вас. Вы прям как вот нашли людей ваших энергий. По 6 чакре еще может вас кидать, то есть попытаетесь охватить все и сразу. Этого делать не надо. По 7 чакре кошмары, отчаяние ранее были, сейчас идет очищение у вас. Там 9 мечей была. Страхи, тревоги. Причем это в большинстве случаев надумано. Здесь, понимаете, вот эта колода нам сегодня показала больше как будущее. Ой, будущее, извините, прошлое. Но и одновременно тоже здесь у вас перестраивание энергии идет. Смотрите, ваши недоброжелатели еще не в курсе о том, что вы набираете обороты. Пускай они сидят в этом неведении. Вы тихонько делаете дальше свои дела. Почему? Потому что здесь нужно время определенным из вашего рода душам на поговорить с высшими силами. Пока они обращают ваше внимание на то, что у вас прорыв, радуйтесь тому, что вы получили, и приводите себя в порядок. Вам на это дается и время, и ресурсы, и возможности.
наполняйтесь вот этой радостью, потому что здесь вообще, ну, отличненько. Тоже отличненько. Договора какие-то кто-то из вас заключал. Кто с определенными силами, кто к кому-то обращался, вот здесь вам помогли. Так, первая чакра, рассмотрим все же. По первой чакре, если не уже сейчас есть, возможно, будут. Но здесь у вас защита стоит и хорошая. Здесь ангел из темных стоит, и он, так знаете, поглядывает упорненько, кто у вас захочет ваши дары судьбы взять. Кто-то захочет поколыхать ваши защиты для того, чтобы и ваше, понимаете, забрать. Но здесь вы были очень уязвлены до вот этого вот периода своей жизни. И ваши недоброжелатели думают, понимаете как? Они через первую чакру, через самый нижний центр скачивают весь потенциал по всем чакрам. Знаете, как раз дернул и посыпалось. Короче говоря, вот как яблоки трусят. И они к этому привыкли. Теперь у вас там стоят защиты. Но я понимаю, что я вот вижу, что ваши недоброжелатели еще, знаете, опять же таки, как по накатанной действуют. Они еще не в курсе всех ваших изменений. Ну, Бог в помощь, да, как говорится. Пускай вот так вот их и будут учить. Это уже, в принципе, не ваши проблемы. У вас тут есть куда и расти, и над чем думать. По второй чакре, да, не хотели, чтобы вы своим путем шли, а путь у вас, дело в том, что по звездам здесь ваша энергия забиралась, причем очень много, то, что дано высшими вам. У вас путь идет, ломали вашу волю, чтобы вы не шли этим путем, чтобы все время как-то себя в чем-то винили, да, путь, на котором вас ждет власть. Для каждого это слово несет свое определение. Какая там власть уже вас ожидает, посмотрите. Кому-то достаточно власти мирской, а кто-то понимает, что такое на самом деле власть и какая. Ну да ладно. Там уже дело каждого из вас, что вам надо и что вам предписано, да? Третья чакра. Хотели, чтобы вы сомневались в тех знаниях, которые вы получаете, а получаете вы от высшего суда. Здесь несколько человек прям очень хотят, чтобы вы не верили тому, чему вы обучаетесь, сомневаетесь. А это все вас ведет и к очищению, и к тому, что у вас финансовый канал расширяться будет. Здесь, ну, там император падает, понимаете? Там только рост вверх будет. Это все очищая, вы прям освобождаетесь от этого. Не хотели, чтобы вы знания от высших сил и от рода получали. И у вас по финансам мог быть, ну, просто их могло не быть от слова совсем, понимаете? Вот теперь эта ситуация меняться будет. По сердцу. Вы-то закрыты, завуалированы, но по сердечной чакре вот страх начать что-то новое, да, были жадными на эмоции, как-то скрывали себя. Или что-то постоянно скрывали. А это все было сделано подлыми людьми. Вот они уже, отомщение к ним пошло как бы. И эти люди вас как бы специально в свое время, знаете,
наускивали на какие-то искушения. Вот, а мол, сделай вот так вот, а вот это. Ну, а мы же так делаем, и все нормально. Вот, ну, что-то из этой области. Прям наускивание. Пятая чакра. Закрыты от людей были. Здесь вас, ребята, прям закрыли с помощью ни одного ритуала, закрывали, чтобы вы вот реально не могли найти людей вашего уровня. Чтобы у вас в общении с людьми с такими не было отдушины. Все, от этих программ вы отреклись. Много чего продумали, проанализировали, наконец-то начали действовать, сотрудничать с родовой системой и, как говорится, добро пожаловать в мир. Так, шестая чакра. Ну да, здесь перекрывали вам связь с высшими, связь с вашими хранителями. И постоянно заставляли, знаете, как через партнерство, вот все время выбирать, это или это, то или вот это. Чтобы у вас были противоречивые интересы, чтобы вы не взяли курс четко и конкретно на получение своего дара, своих возможностей. Здесь лжецы, которые очень, знаете, так, бегали в церквушку, скорее всего, и по черненькому проклятие лепили. Очень много просили. Выпрашивали изо всех сил. Ну, здесь, да, здесь, ребята, конечно, у вас только вы начинаете счищать. Здесь такой пласт, извините меня, дерьмины. Это просто жесть. Но, короче, да, вы немного подзасиделись в этом говнеце, но теперь вот, видимо, вас достало, и вы очнулись и сказали, все, пора. Пора приходить в чувство, да, пора наводить этот порядок, ибо нехуй, ибо заебло, как говорится. Ну и правильно сделали. Ой, трэш. Короче, смотрите, что у вас по связи с высшими силами. Сделали так, чтобы вы прям как разочаровались, знаете, из области того, ой, да я никому не нужен в этой вселенной. Да, короче, самобичевание, самоукорение. Здесь прям неверие в высшие силы. Это не говорит о том, чтобы вы перестали верить в боженьку, да, согласно ныне принятым религиозным вот этим вот навязанным нам устоям. Нет, здесь глобальное неверие прям в высшие силы, чтобы у вас шло. Это все из-за подселенцев было, все это обнулено. Оно было от вас скрыто, но теперь оно обнулено. И у вас еще, конечно, по чувствам тут, знаете, неплохенько так в свое время и пробили. И тут есть еще момент, когда вам это нужно будет почистить. Здесь предки вам помогут. Здесь прям связь с родом обрывали падлы конкретно, понимаете? Потому что они, в отличие от вас, они знали, на что вы способны. Они либо к кому-то обращались и им сказали, в чем ваша сила. Вы еще сами не знаете, ваши недоброжелатели в курсе и не хотели этого допустить. Ну да, вы наконец-то какие-то иллюзии подсняли с себя и приняли решение, что теперь вы хотите только благополучия. К кому-то здесь вы обращались. Здесь работа на кладбище была.
Если не обращались, значит кто-то из рода вам подсказал, что делать. Ребят, вас еще высшие, конечно, будут проверять. Вы будете выбирать, куда вам идти. Вы идете к одному пункту, понимаете? Но вам выбирать, какой дорожкой вы дойдете, грубо говоря. Здесь, если конкретно, здесь вас ставят перед выбором. Либо ты заключаешь договора с определенными силами, вот, и получаешь новую жизнь, либо же ты борешься, допустим, там с нищетой, да, то есть они смотрят по факту, что тебе важнее, понимаете, если убрать все вот эти вот мирские, как бы так сказать, вот опять же таки навязанная важность определенных вещей в этом мире, дабы нами пользоваться могли другие силы, да, высшие смотрят и, ну, хочешь ты сейчас поднять свой, допустим, финансовый поток, окей. Ну, там защиту вам дадут, вам, ну, обязательно помогут. Узнаете о том, что вот те, кто вам делали из-за жадности, они заболеют прям. Здесь у вас через третий глаз будет вся информация приходить, если кто на вас будет. Будут еще атаки. Ребята, вы в начале пути, ну как, вы не совсем в начале определенного периода. Давайте вот так правильнее будет. Здесь очень много еще чего у вас интересного, занятного предстоит. Поэтому, ну это, поверьте мне, лучше, нежели то, что у вас было. Здесь прям, как я уже и сказала, прям, знаете, багаж вот делали очень много раз. Годами это могло длиться. И вы как-то ничего не предпринимали, то ли боялись, то ли некогда, то ли были заняты зарабатыванием, чтобы хоть как-то, ну, зарабатыванием денег, да, чтобы свести концы с концами. Короче, здесь делалось все, чтобы вы не пошли этим путем. Путем самопознания, саморазвития, путем налаживания отношений с вашим родом. И вот у вас сейчас просто будет период разгребания вот этого пласта замечательных вещей. Ну а так, в принципе, все классно. По двум вариантам, конечно, по первому я хочу сказать, там люди уже, ну, других вибраций, у вас там тяжело все проходит, там непростые энергии. И ну, это уже более другой уровень. Второй вариант, это люди, которые, ну, проснувшиеся души, давайте я так буду говорить. Причем не просто проснувшиеся, а те, которые уже проснулись некоторое время назад, и даже если было и страшно, все-таки пошли, начали что-то предпринимать, делать, познавать и сказали, ну то есть вы приняли решение менять свою жизнь, понимаете? Это уже приличный таки шаг в наше время. Для многих это, поверьте мне, из области чего-то нереального. Всем хочется посидеть и ни хрена не делая получать все. Ну, если вообще, да, упростить, то, в принципе, мы утыкаемся вот в такую парадигму. А такого же не бывает. Ой, здесь еще, наверное, второй вариант дает жару мне. Так что вот так, ребят, получается у нас по чакровому раскладу. На втором варианте у меня, как всегда, прям здесь вам создавали вторую линию судьбы, которая, короче, как отводили вас от вашей судьбы, понимаете? И оно вам, короче, просто вот надоело уже так жить, да, и, в принципе,
как я и говорила, ну вот я обломила просто это все. Здесь оно прям вот так вот, нет, вот эта белиберда, она прям вот так вот торчала в бок. Здесь вам надоело уже сидеть, и вы сказали, вот я хочу другой жизни, другого, мне мало того, что или надоело, и правильное решение вы приняли. В первую очередь это решение правильно с точки зрения развития вашей души. Понимаете, ведь наш мир, да, наше воплощение, это всего лишь, ну, это всего лишь одежда, которая наша душа меняет. Давайте я так скажу. Да. На сегодня я с вами, ребят, буду прощаться. Желаю вам добра этого мира, как всегда. И всем пока-пока.